Здравствуйте! Если вы хотите быть здоровыми, то в данном видео я расскажу вам о базе, без которой не обойтись здоровому человеку, а именно об особенной воде, о методах очистки воды и о методах записи информации на воду, которая будет важна для вас. И надеюсь, информация в данном видео поможет в выздоровлении и вам, и вашей семье. Сейчас уже ни для кого не секрет, что важно пить воду, но какую именно и как сделать ее действительно полезной, знают далеко не все. Давайте-ка разберемся. Задумайтесь, насколько важна вода в нашей жизни. Наша планета на 70% состоит из воды. Человеческие тела состоят из воды на 60-80%. В человеческих клетках находятся митохондрии. Это будто маленькие электростанции, которые не могут работать без воды, а именно без чистой воды. Если собрать и подсчитать всю жидкость, которая ежедневно выходит из взрослого человека, то в среднем это будет 1,5 литра воды. Если вы занимаетесь спортом или физическими нагрузками, то это количество увеличивается. Итак, 1,5 литра воды в день из нас выходит, и мы должны восполнить это количество. Но не только восполнить, а еще и добавить, чтобы насытить клетки водой, иначе они начинают терять свой энергопотенциал. Поэтому взрослому человеку необходимо пить в день как минимум 2 литра чистой воды. Многие ошибочно считают, что они попили чай, кофе, сок, и они восполнили необходимое количество воды в организме. Но это абсолютно не так. Только чистая вода проходит в клетку. Только чистая. К примеру, кофе не проходит. Клеточная мембрана, она как будто процеживает воду, а кофе это суррогат воды, и в клетку оно не проходит, и организм выбрасывает часть количества выпитого кофе, а часть превращается в отраву. И самое главное, и это доказано учеными, что если вы выпили, к примеру, 200 мл кофе, то организм выделяет 220-230 мл жидкости. То есть вы как будто бы попили жидкость, но на самом деле вы потеряли еще больше. Очень важный момент. Если вы пьете жидкость во время еды, вы разбавляете желудочный сок, который выделяет желудок для переваривания пищи, которая попадает в ваш организм. И, следовательно, пища переваривается уже намного хуже и дольше. Пожалуйста, не вредите своему желудочно-кишечному тракту. Пейте воду и жидкость за 15-20 минут до еды 1-2 стакана воды. Во время еды ни единой капли. А после еды, если это была легкая еда, то можно пить спустя час. Если это была тяжелая еда по типу мясных блюд, то как минимум спустя 1,5-2 часа. А если у вас сушит во рту после еды, то просто сполосните и выплюньте эту воду. И часто нам кажется, что мы испытываем голод, хотя на самом деле мы испытываем жажду. Поэтому сначала попейте воды. И пить нужно воду только комнатной температуры или теплую воду. Потому как если вы пьете холодную воду, то прежде чем усваивать ее, организм должен сначала нагреть ее до уровня температуры тела. Некоторые рекомендуют пить магазинную минеральную воду. Но помните, минеральная вода полезна только там, где ее добыли. А как только ее разлили по бутылкам, везут на дальние расстояния, потом она стоит длительное время в магазине, то это уже не органика, это уже мочекислые соли. Вода полезна только там, где она добывается. Переходим к самому важному. В клетке работает только чистая вода, структурированная вода. Молекулы в такой воде должны быть упорядоченными. Чистая вода – это вода не только чистая на физике, но и та вода, которая не имеет информационной грязи. Структурирование – это и есть механизм памяти воды. Мы как бы меняем рисунок кластеров воды. Вода имеет энергоинформационную структуру.
вода имеет память и может записывать на себя абсолютно любую информацию. Посмотрите опыты японского ученого Масару Эмото. К примеру, опыт, в котором он записывал на воду звуковую информацию, а затем фотографировал замерзшие кристаллы льда. Примеры результатов вы можете увидеть на фото. Также вы можете ознакомиться с работами других выдающихся ученых по этой тематике, к примеру, Петр Горяев, Александр Чижевский, Станислав Зенин, Жак Бенвенист. Интересный случай произошел в Германии в одной из закрытых лабораторий в 1960-х годах. Одна из лаборанток уронила в сосуд с дистиллированной чистой водой ампулу с ядом. Ампула была запаянная, то есть яд проникнуть в воду никак не мог. Лаборантка не захотела показывать свою оплошность и решила вынять ее вечером, дождавшись, пока все ее коллеги уйдут, но забыла об этом. Так ампула пролежала в воде несколько дней, и когда лаборанты обнаружили это, они решили эксперимента ради протестировать эту воду. Они провели химический анализ данной воды. Вода была чистая, все химические показатели были чисты. И напомню, ампула с ядом была запаянная, ни капли яда в воду не попало. Эксперимента ради лаборанты решили напоить этой водой подопытных крыс. Вскоре все эти крысы были мертвы. Чистая вода приняла на себя информацию о яде. Итак, повторим самое главное. Работает в организме и приносит пользу только чистая и структурированная вода. Далее я расскажу вам об очищении и насыщении воды. И проделав большую работу, я собрала для вас самую важную информацию по этой теме, поэтому если это видео будет вам полезно, то поддержите меня лайком под видео и подпиской на канал. Так, как же очистить воду? Далее я расскажу вам два самых действенных и довольно-таки простых метода. Первый называется холодным кипячением, и подарил нам его гениальный ученый Иван Павлович Неумывакин. Наливайте воду в большую стеклянную банку и оставляйте на ночь отстаиваться. За ночь у вас выйдет хлор из воды, и даже если вы не видите осадка, то он все равно там будет. К примеру, в 3-литровой банке на уровне 3-5 сантиметров от дна будет тот самый осадок. Вы аккуратненько сливаете верхнюю воду в кастрюлю и начинаете кипятить, не закрывая крышкой. Важно! Кипятите воду не до закипания, а до появления первых мелких пузырей. Это и называется холодным кипячением. Как только появился первый большой пузырь, это уже называется кипячением. А кипяченая вода – это мертвая вода. Вы снимаете эту воду с огня и ставите быстро в холодную воду. Нужно как можно быстрее охладить эту воду. Все, у вас получилась структурированная вода, и такая вода сохраняет свои свойства примерно сутки. Второй способ, которым пользуюсь я, это талая размороженная вода. Талая вода имеет ровную структуру, аналогичную человеческой клетке. Есть более правильные, но и значительно более сложные методы приготовления талой воды, но, если честно, у меня просто нет на это времени, поэтому я делаю все просто. В эмалированную кастрюлю наливаете желательно предварительно профильтрованную воду, но доливаете не до верха, так как помним, что вода при заморозке увеличивается в объеме, и примерно 2 пальца от верха воды вы не доливаете. Дальше вы ставите эту воду в морозилку. Лично у меня при температуре минус 19 градусов 2-3 литра воды замерзает примерно за сутки. Когда вы достанете эту воду, вы увидите, что она поднялась и лед растрескался. Это значит, что она готова к разморозке. Достаете воду, ставите на тарелку или на какой-нибудь поднос, так как будет стекать конденсат, и размораживается 2-3 литра льда примерно также сутки, если просто при комнатной температуре, не ставя под батарею или на солнце. Когда вода полностью растает, вы увидите, что сверху на воде плавают загрязнения, и на дне у вас также будет слой осадка, и вы удивитесь, насколько много осадка там будет.
Верхний слой загрязнения вы аккуратненько снимаете ложечкой, а среднюю воду, скажем так, сливаете в кувшин, и осадок, понятное дело, вы выливаете. Вуаля, у вас готова талая размороженная вода. Рекомендую вам провести эксперимент всей семьей и попробовать на вкус талую воду и обычную воду, которую вы пьете, и гарантирую, вы почувствуете разницу. Друзья, я рекомендую всем провести эксперимент и заморозить дома, ну хотя бы маленькую бутылочку воды, которую вы пьете. Чисто ради эксперимента посмотреть, какую воду вы пьете. И уверяю вас, вы удивитесь, увидев, сколько осадка образовывается после разморозки воды. Для примера я покажу вам воду, которую я заморозила, предварительно пропустив через фильтр. Здесь литр воды, и вот сколько осадка выходит на литр профильтрованной воды. Бытует мнение, что при приготовлении талой воды из нее как бы вымываются все полезные микроэлементы. Но если вы не живете в золотом дворце с серебряными трубами, то я очень сомневаюсь, что, проходя по вашим трубам, вода набирается чего-либо полезного. Так что смело очищайте. Итак, воду мы очистили, а теперь мы можем добавить в нее что-то полезненькое. Я предложу вам варианты, а вы выбирайте. Кремний. 50 грамм кремния на 5 литров воды. И такая вода должна постоять 4-5 дней. Такая вода становится структурированной кремниевой. Сульфат магния. Примерно 24 миллиграмма на 1 литр воды. Вы получаете минерализированную воду. Kelp. Это препарат, в котором находятся жидкие водоросли. Буквально пару капель на литр воды, и со временем можете увеличивать количество капель. Вы можете добавлять в воду чистую гималайскую соль, морскую соль, буквально по пару крупинок на стакан. Ну и самое важное. Мы очистили воду, обнулили ее информационно, и теперь мы можем записать на нее информацию, которая будет полезна именно вам. Информация к размышлению. Формула воды H2O. Проследите взаимосвязь с бинарным кодом. Академик и физик Леонид Маслов говорил: вода есть главный носитель информации Земли. Вода знает все об этом мире, являясь главной матрицей Земли. Пример, который вы можете увидеть на фото, это исследование ученых. Методом биоэлектрографии исследовались влияние на воду слов, мыслей, чисел, и исследовалось состояние различных систем организма до и после принятия заряженной молитвами воды, и результаты были удивительными. На сосуды с водой прикреплялись названия болезней, и вода меняла свои показатели электропроводности и оптической плотности. Это только малая часть из данного исследования, а ссылку на его полное содержание я оставлю в описании под данным видео. Примеров информационной зарядки воды достаточно много. К примеру, запись информации на воду молитвами в церкви. Некоторые лекторы перед началом своих лекций так и говорят: ставьте ко мне на стол свои бутылки с водой, и что он делает? Правильно, он записывает на нее свою информацию. Но вы можете делать это самостоятельно, причем записывать ту информацию, которая нужна именно вам. Итак, вы берете чистую воду в кувшине или любом другом сосуде, обнимаете ее двумя руками и проговариваете внутрь нее информацию, которая важна для вас в данный момент времени. Вы также можете наклеить на этот сосуд с водой или положить под него надпись с той информацией, которая важна для вас. Это может быть молитва, если вы религиозный. Это может быть просьба о здоровье. Это может быть любой набор слов, который важен для вас в данное время. Например, счастье, здоровье, любовь и так далее. И я лично рекомендую вам проговаривать именно свой текст и не брать тексты других людей, потому что каждому свое. Делая все это, вы не только записываете информацию на воду, но вы также и заряжаете ее своей энергетикой, так как вы вкладываете в воду свое время, свое внимание, свое зрительное внимание. Вы заряжаете ее своей энергией прикосновений, своими
энергиями мыслей, своими звуковыми вибрациями. Это все виды энергии, и этим всем вы заряжаете воду. Слышали когда-нибудь про метод зарядки воды путем переливания воды из одного сосуда в другой? Так вот, именно на этом построен этот метод, потому как вы просто даете внимание своей воде, вы даете ей свою энергию. Ваше внимание — это и есть ваша энергия. Особо чувствительных прошу сейчас отойти от экранов, потому как я призываю вас благодарить воду. Вода — это великая стихия, и мы просто обязаны относиться к ней с уважением. Поэтому относитесь к ней уважительно и благодарите воду. И наоборот, крики, нецензурная лексика, агрессивная музыка также записывают на воду информацию. Но только представьте, какую информацию она записывает на воду и что будет с вашим организмом, когда вы выпьете такую воду. И задумайтесь на секундочку. Мы состоим на 70% из воды. И если мы ругаемся, слушаем агрессивную музыку, выражаемся нецензурной лексикой, то этим самым мы сами же записываем на воду внутри себя информацию, а потом хотим быть здоровыми. А для тех, кто любит и выращивает у себя дома растения, я хотела бы привести в пример свои домашние растения, которые я также поливаю только структурированной, талой, заряженной водой. Как видите, они растут красивыми, здоровыми. Я никогда ни разу их ничем не удобряла, и они растут быстрее и здоровее, чем такие же растения, только которые поливаются обычной водой. Очищайте свой организм чистой, структурированной водой. Умывайтесь структурированной водой, и ваша кожа будет красивая. Для желающих похудеть, пейте чистую воду перед едой. Добавляйте в воду лимон. Это будет защелачивание вашего организма, так как сейчас, к сожалению, многие продукты закисляют наш организм, и это очень вредит ему. Друзья, у нас с вами есть мощнейший источник здоровья, энергии и позитивной информации. Главное — научиться правильно его использовать. Я надеюсь, данное видео поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Если вам было полезно, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы получать дальше полезную и важную информацию. И желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.